Я больше не жарю завтраки на сковороде, готовлю их только в аэрогриле. Поделюсь с тобой 3 суперсытными рецептами завтрака, которые я готовлю в своем аэрогриле. Воздушные сырники, белковая тортилья со шпинатом и творогом, в которую можно положить любую начинку. К ней мы приготовим самый вкусный хумус и творожно-тыквенная запеканка с маком. Первый рецепт – классические пышные сырники, которые я приготовлю в аэрогриле. Если у вас нет аэрогриля, вы можете использовать духовку. Для рецепта понадобится 360 грамм очень сухого творога, такого без жидкости, больше зернистого. 1 яйцо, сахар, мука и манка. Готовить я буду в аэрогриле с 2 теннами, но в видео также буду проговаривать время и температуру приготовления в аэрогриле с 1 тенном. Заглядывайте в описание, там оставлю плейлист «Завтраки», и вы можете найти много других завтраков, которые я готовлю в аэрогриле. 360 грамм сухого творога кладем в емкость, добавляем 30 грамм манки и 30 грамм муки пшеничной. Муку можно заменить на кукурузный крахмал. Добавляем 30 грамм сахара или любого другого подсластителя. Можно добавить 1 желток, но я добавляю целое яйцо. Если творог сухой, такой как у меня, то все будет в порядке и масса хорошо будет держать форму. И сырники не поплывут. Важно, чтобы масса была довольно сухой, поэтому выбирайте правильный сухой творог. Если в нем много жидкости, то его следует отжать. На досточку выкладываю немного пшеничной муки для того, чтобы обвалять наши сырники. Можно сделать форму красивую при помощи ножа или стакана. Я буду пользоваться стаканом и придам сырникам красивую круглую форму шайбочки. Выкладываю в аэрогриль на пергаментную бумагу. Повторяю все те же действия с каждым сырником. Их, кстати, можно заморозить и потом приготовить при низкой температуре в аэрогриле. Получилось 9 сырников. Ставим их в аэрогриль на режим выпечка. Сначала ставим 150 градусов, примерно 10-15 минут. Если вы аэрогриль разогреваете перед тем, как ставить сырники, то ставьте 10 минут. Если не разогреваете, то примерно 15 минут. Не готовьте сырники на 180 градусов, 170. Творог начинает быстро гореть, и сырники так обуглятся быстро и внутри не приготовятся. После переворачиваем сырники на вторую сторону и ставим температуру ниже, чтобы они пропеклись внутри. Я ставлю 130 градусов 10 минут. В аэрогриле с 1 тенном обязательно предварительно его разогреть. Ставьте сначала 160 градусов 10-15 минут и после переворачиваем сырники на вторую сторону и ставим все те же 130 градусов. До того момента готовим, пока сырники не зарумянятся. Вот такие пышные вкусные сырники у нас получились. Внешне они выглядят как булочки, но внутри они очень мягкие и воздушные. Всем приятного аппетита! Следующий рецепт высокобелковый и очень полезный. Готовим тортилью с творога и шпината. Для рецепта я использую такой гладкий творог. У нас в Латвии такой продается, называется еще кондитерский творог. Вы можете использовать любой творог, творог в брикете или такой сухой творог, больше зернистый. Тогда текстура тортильи будет просто немного другой. Для рецепта также понадобится большой пучок шпината, 2 яйца, овсяная или другая мука и любимые специи. Выкладываем все в чашу блендера. Большой пучок шпината свежего, 200-250 грамм творога и 2 яйца. Я добавляю любимую специю. Соль, перец и специю можно добавить после. И пробиваю все на блендере. Консистенция зависит от влажности творога, поэтому муку добавляем лишь в конце. Можно добавить любую муку, пшеничную, рисовую, овсяную. Я использую овсяную муку. Добавляю 2 столовые ложки. Также добавлю соль, перец и еще раз любимую специю. У меня она с сушеными томатами и травами. Такую тортилью можно приготовить сладкую, если вы добавите полезный подсластитель и, например, внутрь будете заворачивать не ветчину и яйцо, а, допустим, банан с арахисовой пастой. Перемешиваем муку венчиком и смотрим на консистенцию. Она должна быть примерно как на оладьи. Я сначала добавила 2 столовые ложки муки, потом мне показалось, что жидковато, добавила еще 1 столовую ложку овсяной муки. В сумме получилось 3 столовые ложки. Кстати, если у вас нет аэрогриля, вы можете пробовать такое тесто выпекать на сковороде. Получится либо маленькие блинчики, оладьи, либо вот такая тортилья, как у меня.
Данного количества теста хватит на 2 тортильи. Выкладываем в аэрогриль пергаментную бумагу в специальную форму, и я добавляю масло, потому что я не уверена, отстанет ли хорошо тортилья от формы. Масло можно не добавлять, если вы уверены в своей пергаментной форме. Перекладываем половину теста на бумагу, хорошо разравниваем при помощи силиконовой лопатки в тонкий пласт по всей форме. Получится тортилья толщиной примерно 0,5 см или меньше. Ставим в аэрогриль на режим выпечка 160 градусов 15 минут. Если у вас аэрогриль с одним теном, ставьте температуру 170 градусов 15-20 минут и предварительно обязательно аэрогриль разогреть. За это время тортилья полностью пропекается. Смотрите, ничего не прилипло к бумаге, она готовая с обоих сторон, с одной лишь более загорелая. Пока она теплая, ее гораздо проще скрутить, поэтому все ингредиенты можете нарезать заранее, чтобы уже в теплую тортилью положить наполнение и сразу скушать. Я покажу, как приготовить самый вкусный хумус, на мой взгляд. Я не любитель хумуса, но такой хумус мне очень-очень нравится. Он очень полезный, его можно есть с овощами или же намазать тортилью, как мы будем делать в этом видео. Для рецепта используем банку консервированного нута, 400 грамм, лимон, тахини, копченая паприка, наш секретный ингредиент, зубчик чеснока, оливковое масло и соль. С нута необходимо слить всю жидкость, я это делаю при помощи сита и еще люблю промывать нут. Выкладываю сразу нут в чашу блендера, добавляю пол чайной ложки соли, понадобится 1 зубчик чеснока, у меня чеснок маленький, поэтому тут таких 3 маленьких зубчика. 1 столовая ложка тахини. У меня были остатки, поэтому получилось 2 чайные ложки. Сок половины лимона. Лимона можно добавить как больше, так и меньше. И примерно 1 столовая ложка оливкового масла. Если не любите оливковое масло, замените на любое другое масло, которое любите. И щедро насыпаем копченую паприку. Можете добавить сладкую паприку или, например, кумин. Я же люблю копченую паприку и добавляю ее довольно много. Именно она придаст такой вкусный, необычный привкус хумусу и немного уберет привкус бобовых. Если блендер плохо перемалывает хумус, добавьте немного воды или же оливкового масла. Так быстро готовится хумус и можно подавать с овощами или же намазать на тортилью, как буду делать я. Таким образом, наша тортилья, наш завтрак будет еще более сытным. Хумус можно приготовить с вечера и не тратить время на это с утра. Подаем хумус в емкости, украшаем копченой паприкой и добавляем немного оливкового масла. Самый вкусный хумус готов. Такой хумус можно есть с овощами, с морковкой, которую я нарезала. Или же, чтобы наш завтрак сделать еще более полезным, берем нашу полезную тортилью, которая у нас сделана из творога, из яиц и шпината. И намажем сверху, положим овощи, яйца, и будет очень вкусно и полезно. Я, кстати, не люблю хумус, но этот очень вкусный. Вы можете регулировать свой вкус, добавлять больше-меньше соли. Вместо копченой паприки можно положить кумин. Также, если вам нравится более жидкий хумус, добавьте воды, и получится вкус, который понравится именно вам. Если вы не готовите хумус, можно намазать тортилью крем с сыром, или же, если у вас сладкая версия, намазывайте арахисовой пастой, можно намазать даже нутеллой, если у вас такой не совсем полезный завтрак. Сверху я выкладываю шпинат, и у меня было вареное яйцо, также ветчина. Вот такой вкусный сытный завтрак у нас готов. Я вас уверяю, вы долго после него не захотите кушать. И последний рецепт – это тыквенно-творожная запеканка с маком. Для рецепта понадобится 400 грамм творога, 200 грамм тыквенного пюре. У меня уже готовая запеченная тыква, которую я просто измельчила вилочкой, не добавляла туда жидкость. 2 яйца, мак и подсластитель. Для начала нужно замочить в кипятке 2-3 столовые ложки мака. Если не любите мак, его можно не использовать в данном рецепте. Я использую кондитерский гладкий творог, можно использовать творог в брикете, либо же зернистый, более сухой творог. Это не имеет значения, потому что массу мы будем все равно перебивать на блендере, чтобы сделать ее более гладкой. К творогу добавляем 2 яйца, тыквенное пюре. У меня оно такое сухое, с комочками тыквы, поэтому массу я буду перебивать на блендере, чтобы масса была более однородной и получилась у нас запеканка по типу суфле.
Забыла добавить корицу, добавляю ее в конце. Вот такая гладкая масса у нас получается. В конце сливаем жидкость с маком и добавляем его в запеканку. Можно вместо мака добавить изюм или клюкву, или что-то другое, что вы любите. Я буду использовать вот такие 4 керамические формочки. Они жаропрочные, подходят для духовки. Диаметр у них примерно 9 см и в высоту они 5,5 см. Смазываю каждую формочку маслом, использую кокосовое масло и выкладываю тесто в формочки. Получается заполнить ровно 4 такие формочки, и они идеально помещаются в аэрогриль. У меня аэрогриль 22 см с каждой стороны и объемом 6,4 литра. Ставлю в аэрогриль на режим выпечка 160 градусов 18 минут. В аэрогриле с одним теном выпекаем на температуре 160-170 градусов 20-25 минут. Такую запеканку можно приготовить в маленьких силиконовых формочках для кексов, если вы не уверены, что она у вас получится в аэрогриле с одним теном. Вкусный, потрясающий, сытный завтрак у нас готов. Я готовила с вечера и такую запеканку хранила в холодильнике до утра. Ее очень вкусно подавать и кушать именно охлажденной. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео для вас было полезно и интересно, и я вас вдохновила на новые эксперименты в своем аэрогриле. Поделитесь в комментарии, какой из рецептов вам понравился больше всего и что вы хотите приготовить себе на завтрак. Всем пока-пока, до скорых встреч в новом видео.